Друзья, всем привет! 330 человек было в сети. В 10:30 по Калининграду мы вышли в прямой эфир. В 11:30 по Москве. Эфир будет сохранен, конечно же. 2 предыдущих эфира было сохранено, и этот не исключение. Вы такие супер активные, все подключаетесь с самого начала, всем машу. Я тут, братишка, ты лучше. Спасибо, братишка, за то, что поддержал меня сегодня утречком. Да, скажите, кто подключился уже как связь, потому что я немножко переживал насчет эфира, так как у меня в отеле нет звука. Шикарно. Вот за что я и переживал. Сейчас скажите, есть звук? Слышно меня или нет? Должно быть слышно. Не знаю. О, есть звук. Класс. Спасибо. Уже есть. У меня телефон, видимо, слишком близко к подставке. Там не было, видимо, расстояния для прохода. Давно хочу съездить, посетить Вьетнам. Отлично. У нас тут прям горячие люди сегодня, настроенные на концертную программу по Вьетнаму. Да, я вам подготовил ее, поэтому, надеюсь, сегодня развлеку вас, подниму настроение. Поздравляю всех с первым днем зимы, 1 декабря. В Калининграде, как всегда, идет дождь, там уже снег растаял, ранее выпавший. В Калининграде, конечно, последние годы наступает зима прям даже раньше, чем календарь тому гласит. Ну вот, когда с чисел 20 ноября там уже выпал снег. У нас такая сейчас маленькая лирическая, значит, пауза. Мы собираемся, мы просыпаемся, мы подключаемся. 2 человека я не буду развлекать, мне нужно хотя бы 5. Я уже и так выбрал время, как мне кажется, не самое раннее, 10:30. Ну, может быть, я по себе сужу. Ну, а Москва у нас сейчас в снегах. Честно, не смотрела температуру погоды сегодня. Так, какая погода сейчас там? Что по идее? О, ну вообще, сколько вопросов. Мы до вопросов дойдем. Спасибо, что вы их пишете и продолжаете это делать. Но первые там 10-15 минут я расскажу о себе. Чуть-чуть совсем, чтобы вы понимали, с кем имеете дело вообще-то. Да, откуда я родом, чем занимаюсь. Потому что каждый прямой эфир, кто-то старенький подключается, кто-то новенький, и мне хотелось, естественно, знакомить себя с вами. Чуть-чуть еще мы подключаемся. Эфир будет сохранен, напоминаю. Если сегодня не получается, может быть, кто-то работает в воскресенье, всегда можно будет посмотреть в записи. Я его закреплю на вкладке Reels. Так, сегодня смотрите у нас, что по программе. Как я и сказал, первая часть вступительная. Я рассказываю о себе, да, чем занимаюсь, чем буду полезен. Потом я поделюсь своим опытом жизни во Вьетнаме. Здесь я с 17 числа, соответственно, 2 недели ровно. 5 человек уже нас. Классно. Классно. Это прекрасно. Всем машу, всем даю пятюнечки. Вот, да, поделюсь опытом. У меня есть ряд пунктов, начиная от стоимости билетов, визы, штампа и заканчивая вообще тем, кому подойдет это место. Ну, это опять-таки мое субъективное мнение, я могу ошибаться. И потом, как раз-таки вот на 3-ю часть нашего сегодняшнего прямого эфира я буду отвечать на ваши вопросы. Но сейчас вы можете, и было бы здорово, чтобы вы начали их писать. Я потом отмотаю к самому началу, с чего наш сегодняшний эфир утренний, осознанный, бодренький, живенький начинался, и буду отвечать. Ну а потом тут есть такая кнопочка, вот справа от комментариев, присоединиться ко мне в эфир. Можно будет с кем-нибудь пообщаться. Тоже дам возможность представиться, рассказать о себе. Ровно 1 минута будет. И мы закончим.
Общее время где-то час. Может быть, даже быстрее. Надеюсь, что будет быстрее. Не хотелось бы, конечно, это все растягивать. Я прекрасно понимаю, что час тут никто меня не будет сидеть, слушать, смотреть. Да, спасибо за ваши сердечки. Я вам тоже всем сердечки отправляю. О, класс. Итак, ладно. Тут такая уже движушка пошла. Надеюсь, все заварили себе кофеек. Вот я не успел. У меня вот водичка. Глоточек делаем. Значит, смотрите, меня зовут Антон. Я родом из Калининграда. Мне недавно исполнилось 27 лет. Свой день рождения я отметил здесь. Ну, отметил это громко сказать, я никак не праздную с прошлого года. Это, получается, второй мой день рождения, когда я не праздную. Я, однако, отлично провел время, абсолютно вот спокойно для себя. Сходил, значит, на массаж, на часовой. Бля, как у меня голова болела от этой дырки в кушетке. Это жесть. Но в целом массаж был классный, но это не есть хорошо было, да, то есть я весь час думал о своей голове. Потом я сходил, покупался и поработал. У меня на 22 ноября на день рождения был запланирован выход рилса. Вот. Родился я в Калининграде, в классном городе, вот туристическом, в городе, который прям сейчас очень, значит, интересен людям с точки зрения туризма со всей России. И от Москвы и Питера люди приезжают, и прям до Владивостока. Значит, в силу того, что мои заказчики на фотосессию – это туристы, по большей части на процентов 80, 90, а последний год, наверное, все 100, в какой-то момент я начал заниматься блогом. Сначала это было в рамках Ютуба. Я снимал и по-прежнему это делаю длинные ролики горизонтальные про Зеленоградск, про Светлогорск, про Пионерский. В общем, начиная от самых туристических мест и заканчивая менее туристическими, такими как Советск, например. Снимаю обзоры абсолютно без какой-либо подготовки. Конечно, так не рекомендую делать. Лучше, конечно, какой-то сценарий либо план прописывать. Но, наверное, спасибо за то, что у меня есть такой скилл на ходу все придумывать и сочинять. Так, один человек, я сейчас закончу. Дайте шанс. Я постараюсь. Все четко, быстро. Так, 2 человека. Подключаемся. Не стесняемся. Вот. С Ютуба потом перешло все в Инстаграм. Сначала на Ютубе хорошо получалось. Сейчас я имею на Ютубе 18 300 подписчиков. Мне, знаете, я в какой-то момент вот своему братишке, который написал последний комментарий, поддерживает меня. Да не, на самом деле я не волнуюсь, в принципе, это легко для меня. Да, потому что, чем больше попыток, тем лучше скилл. Разговаривать на публику уже давным-давно не новая задача для меня. Вот. Да, имею YouTube-канал, снимаю туда ролики, и в какой-то момент вот поделился со своим другом, что, да я делаю это реально в удовольствие, и мне пофигу, сколько там будет просмотров. Там есть ролики, опубликованные уже полтора года назад, с 150 просмотрами. Но я просто кайфую от того, что я снимаю свою жизнь, свои путешествия. Быть может, я сейчас пока об этом не то, что не думаю, в это особо не верю. В 60 я пересмотрю свои ролики. Если это так, то это здорово, наверное. Вот. И потом с Ютуба я начал перепубликовывать одни и те же видео в Инстаграм. Какой-то муравейчик ползает. Тут есть маленькие муравейчики, которые по столу у меня шоркаются. Маленькие-маленькие. И когда-то я делал обзоры бесплатно, потом люди, владельцы бизнесов, стали писать мне, предлагать деньги. Да, за рекламу. Конечно, там уже был ролик, Reels, либо Shorts,
с учетом, конечно, с пожеланиями моих рекламодателей. Я снимал рекламу и для небольших магазинчиков сувенирных украшений, типа лавка янтарной мышки в Зеленоградске, и заканчивая самым крупным девелопером в Калининграде, К8, который строит просто самую красивую недвижку в городе. Ну, 80% рынка такой хорошей элитной недвижки принадлежит им. Город Калининград у нас небольшой, и в целом, да, у кого есть вопрос, как начать, там, как быть блогером, да, по факту ничего сложного, да, вот 3000 подписчиков я достиг на Ютубе и в Инстаграме, и ровно вот и там сработало одинаково, когда мне уже начали поступать предложения по бартеру. Но по бартеру я работаю прям вот вообще за все время на пальцах одной руки пересчитать можно предложения, на которые я согласился по бартеру. Ну, потому что, может быть, я не прав, но мне, знаете, хочется еще по жизни себя ощущать счастливым, не только там бегать, прыгать в работе, в мыле, ну, к себе духовному, истинному не забывать возвращаться. Вот. Но, однако, если вы приехали в Калининград, может быть, на ПМЖ и хотите тут закрепиться в сфере фотографов, блогеров, я не знаю, только лишь могу рекомендовать как можно больше посещать мест, комьюнити, всяких разных мероприятий, где ходят ваши потенциальные клиенты. Вот. Далее, фотографией я занимаюсь с 2021 года, чуть-чуть отмотаем, да, будем как в фильме «500 дней лета», который я недавно пересмотрел, где там, знаете, сначала 200-й день показывают, потом 500-й, потом 75-й, да. С 2021 года я занимаюсь фотографией профессионально, до этого я работал 3 года по найму в магазине по продаже тканей, называется «Мир тканей» в Калининграде. Значит, продавал я ткань для мужских костюмов и для женских платьев. Конечно, пока я работал, я прекрасно осознавал, что поехать во Вьетнам будет, значит, задачей, я не знаю, пары лет работы. Этого мне не хотелось. То есть все мои хотелки, желания, цели, которые я ставлю у себя, да, в жизни, как бы на них всех нужны деньги, которые я не заработаю в наемной работе. И, собственно говоря, я все время думал, чем бы мне заняться, где бы мне зарабатывать денег побольше, чем в найме. Итак, я, фотографируя где-то год, вот как раз-таки параллельно работе, решил, что мне необходимо повысить свой скилл, пойти отучиться в фотошколу. 4 месяца я там учился, 3 месяца теории и практики, еще месяц, знаете, так болтался между своей основной работой и фотографией. Но потом в итоге я очень быстро стрельнул, и все пошло. С 3000 уже вырос в 3 раза, в 300%. И как бы останавливаться не планирую. Сезон новенький, который я в Калининграде начну, будет уже с большим прайсом. А начну я его весной. Вот. Ну, а если прям совсем, я не знаю, к 18 годам отмотать мою жизнь, то я уже тогда начал интересоваться бизнес-блогерами на Ютубе, как-то так вот смотреть на их жизнь, понимать, блин, мне хочется так же. Я никогда не завидовал, я просто хотел так же. Но пока не знал, как этого добиться, достичь. Да. В целом, наверное, все, что я хотел бы сказать о себе. Так вот получилось это со всех сторон по чуть-чуть. Да. Ну, я думаю, как бы основная картинка ясна. Я фотограф, напоминаю, по априори в первую очередь. И потом уже, наверное, я блогер. Да. Могу сказать, что я такой, знаете, по жизни человек, знак зодиака Скорпион, и мне, скучно заниматься одним и тем же.
Мне хочется наполняться в разных сферах. Я думаю, поэтому я пришел в блогерство, что, по сути, явилось таким очень органичным, не то что переходом, да, вот я же фотографию не бросал, ну, пускай переходом, но не полностью себя, да, какой-то части я посвятил, и только потом я осознал, реально, это же крутая тема. Рассказывать людям о каких-то местах и потом себя продавать, да, там. А если вы хотите фотосессию в Зеленоградске, вот на этом красивом пляже, я являюсь фотографом. Провожу парные, индивидуальные, семейные фотосессии. Ссылочка в описании, либо в закрепленном комментарии. А если вы, кстати, прямо сейчас в Ничанге и смотрите меня, то я даже не знаю, почему вы не записались ко мне на фотосессию. В конце эфира будет промокод на скидку, досмотрите до конца. Итак, ладно, давайте уже приступим ко второй части про Вьетнам. Нас 1 человек, это замечательно. Значит, виза и как прилететь сюда. Я прилетел сюда по штампу, который выдается на 45 дней с возможностью сделать визаран. Тут эта тема распространена. Единственное, визараны делают либо в Лаос, либо в Камбоджу. Зависит от того, какой ты национальности. Русские все делают визаран в Лаос. Это стоит в районе 5000 рублей. Там для жителей Беларуси, Казахстана, по-моему, Камбоджа. Ну, в общем, я не буду врать. Есть второй вариант. Прилететь по Е-визе на 90 дней, на 3 месяца. Она стоит $25. Я подавался, просто мне не одобрили. Это абсолютный рандом. Кому-то одобряют, кому-то нет. Деньги, соответственно, не возвращают. $25 вот были подарены миграционной службе Вьетнама. Ну и, соответственно, необходимо иметь паспорт. 6 месяцев минимум. До окончания срока у вас должно быть. Никаких ковидных ограничений нету. Никаких деклараций я не заполнял, технику ввозил спокойно, ноутбук, фотоаппарат, все у меня при себе, все мои инструменты рабочие. Что еще, какие нюансы могут быть? По поводу денег, да тоже там спокойно с крупными суммами въезжают, более $5000. Единственное, вот могу рекомендовать наличку, доллары, естественно, сюда привозить. Меняйте в своем городе, желательно на новенькие, с синей такой полосочкой. Но даже несмотря на это, у меня там было 2 купюры 2017 года и 1 2009. И вот эту купюру 2009, новую причем, с синей полосочкой, вы их можете получить по запросу в банке, где меняете рубли. Не стесняйтесь, говорите, мне нужны доллары нового образца. Вот. И несмотря на это все, вот эту вот купюрку 2009 года, но новую, мне поменяли по меньшему курсу. Вот. Поэтому либо доллары наличка, рубли тут тоже можно менять, чуть-чуть будет курс меньше. Вот вчера буквально 10 000 рублей поменял, получилось там 2 340 000 местной валюты. Тоже можно, но выгоднее имейте в виду доллары либо криптовалюта. Криптовалюта вообще вот в плане даже обмена где-то за границей, в том числе в Азии, очень сильно вас будет выручать. Вы можете там не посвящать этому какое-то время, я имею в виду с целью разбора, там просто иметь деньги для конвертации. Значит, билет, вот буквально сегодня смотрел, к примеру, на 16 декабря. Из Москвы в Ничанг будет прям вот дороговатый, 50 000 рублей я нашел. Можно из Москвы поехать в Хошимин, 43 000, может быть даже дешевле можно найти. А из Хошимина уже сюда на Слепбасе, тут 500 километров ехать. Ну, кому хочется приключений, да, нового опыта, у меня на странице есть Reels, там порядка уже 75 000 просмотров о том, как проходит поездка на Слепбасе. Она стоит 300 000, это 1200 рублей местной валюты. Соответственно, к этим 43 000, если прибавить 1200, то получится 44 200, что, конечно, дешевле, чем из Москвы напрямую в Ничанг лететь. Там 4 пересадки, либо 3. Однако я посмотрел еще дальше, на 6 января, и увидел билет за 35 000, куда
что уже как бы является более адекватным. Да, за 35 тысяч я бы слетал. Я вообще купил за 30. Ну, причем даже не заранее, мне кажется, за месяц. Чуть больше, чем за месяц. Да, и у вас будет вот как раз-таки всего одна пересадка на 16 января. Поэтому, я думаю, просто потому что билеты были раскуплены, и 16 декабря ничего не осталось. Вот. Мне показалось, да, Вьетнам такое классное место для первой заграницы, потому что тут очень много русских, и тут и вывески, и даже сами вьетнамцы некоторые русский язык знают. То есть вот идешь в кафе, да, там местный язык, английский, иногда даже сначала русский, а только потом английский. Ну, все не просто так, да, спрос рождает предложение. Тут действительно очень много русских, конкретно вот в Ничанге. Есть Дананг, там, кажется, больше европейцев живет. Да, у меня тут начали пылесосить полы прямо рядом с дверью. Если это слышно, простите, пожалуйста. Вообще у меня тут должна была быть уборка прямо сейчас. Хотя я попросил после того, как я с вами пообщаюсь. Ну, видимо, мои слова не донесли нужным образом. Ничего страшного, все в порядке. Да, и поэтому, знаете, иногда так смотришь на людей, на наших, на русских, ну, которые вот прям вообще не бум-бум по-английски, даже не стараются. Ты такой думаешь, блядь, как вы сюда доехали? Реально. Вот, ну, очень наивно тут с вьетнамцами разговаривать по-русски. Очень наивно. Но, в общем, для того, чтобы, да, не отхватить вот этот вот культурный шок, не отхватить проблем с языковым барьером, рекомендую для первой зимовки, мне кажется, очень хорошо. Вьетнам подойдет. Дешевые здесь фрукты, отели и еда в кафе. Фрукты, в принципе, наверное, как и в любой азиатской стране, которая, мне кажется, ну, наверное, в любой. В принципе, тут тепло, выращивают это круглый год, поэтому проблем нету. Вот эту гостиницу, да, мой номер я снял за 5 миллионов 280 тысяч. Это приблизительно, сейчас я вам быстро посчитаю, 21 тысяча. 21 тысяча на 25 дней. По 1000 рублей, даже чуть меньше, в сутки. Тут мне идти 5-7 минут до моря. У меня вид на горы. В конце эфира, может быть, сделаю рум-тур, покажу. Поэтому 25 дней в отеле. Да, тут не супер-пупер, 3 звезды, даже с бассейном, но такой чисто символический. Я заметил, там всегда свет выключен, никто не ходит. Вот. Насчет банковской карты оформления. Смотрите, тут, наверное, какая-то нужна инвесторская виза, либо рабочая, либо студенческая, чтобы была возможность оформить карту. Но тут есть хорошая возможность, даже если у вас штамп, не электронная виза на 90 дней, а штамп на 45, вы можете здесь открыть счет в банке, ваши деньги туда положат, и вы сможете оплачивать покупки здесь по QR-коду. То есть не таскать наличку, не таскать кошелек, достаточно просто телефона. Оплачиваете здесь в кафе, я думаю, в каких-то развлечениях, ну, в общем, везде, где принимают оплату по QR. И это удобно, конечно, это классно. Но я просто посчитал для себя это не таким, как бы, необходимым. У меня задача просто оформить карту, да, любого иностранного банка, чтобы оплачивать какие-либо подписки, авиабилеты и так далее. И по поводу недвижимости, вдруг кому тут интересно, я сам сегодня открыл Авито. Тут наши русские публикуют объявления с недвижкой на Авито, видимо, потому что там кто-то смотрит. Значит, здесь вот на севере 29 метров квадратных, 5 миллионов 300 тысяч рублей.
уже готовая квартира, студия. Рядом, конечно же, с морем. Что, как мне показалось, достаточно выгодно, потому что в Калининграде 5 миллионов у тебя будет стоить однушка, да, в хорошем месте, 5-6 миллионов, я бы так сказал, в хорошем месте, но в сером ключе. И там утверждают доходность 10%. Не знаю, с точки зрения недвижки, это нормальные цифры или нет, но кажется каким-то таким небольшим числом. Да, 5,3 миллиона за студию 29 метров квадратных. Сейчас еще хотел бы что от себя добавить. Вот, не знаю, видно вам будет. Каждый день вот такая вот погода серая. Сейчас в Нячанге не сезон. Когда я приехал 17 числа, вот ровно один день солнце светило. Класс, так водичка. Не балийская, конечно, но тоже синенькая, голубенькая даже. Сейчас облачно целыми днями. Температура, если отвечая на ваши вопросы, начать 27-28 градусов дневная, средняя. Ночью температура опускается до 22-23. Очень комфортно, от того здесь ощущаешь себя. Ну, к примеру, вот там девушка-подписчица мне писала, что на Бали, ну, я тоже был на Бали, я понимаю, о чем она говорит, 31, 32. Мне лично некомфортно. И всем, кто рожден в Европе, в России, мы не привыкли к такой жаре. И, в принципе, это нормально, что мы в Азии в некоторых местах будем себя некомфортно ощущать из-за жары. Но так как Вьетнам страна, которая растянулась от юга до севера, она такая, знаете, как сосиска длинная, то на юге, в Хошимине, сейчас жарко, душно, 31 градус. А здесь, в Нячанге, севернее, более комфортная температура. Поэтому, не знаю, мне очень нравится. Я сплю без кондиционера, еще даже вот накрываясь одеялом. Чувствую себя просто замечательно. Да, вы слышите колокола, тут просто каждый час, вот рядом со мной есть церковь, бьют в колокола, каждый час. Да. Здесь море южно-китайское, которое по температуре 25 градусов. В целом оно, знаете, такое не горячее, не холодное, средненькое такое, освежающее, но достаточно комфортно. То есть зашел туда по шейку и выходить не хочется, потому что иногда даже температура воздуха уже ниже, чем температура воды. И ты там себя комфортно ощущаешь. Да, это не океан, это море. Оно такое же, как Балтийское примерно. Да, просто такое серенькое, мутненькое. Но, однако, пальмы, знаете, чил, вайб, вот этот вот присутствует, да, это факт. Это я про плюсы, да, какие минусы. Ну, может быть, знаете, скучно в какой-то момент здесь покажется. Ну, опять-таки, да, если у вас есть работа, вы там на удаленочке полдня сидите, трудитесь, а потом полдня тут изучаете местность. Я думаю, так пару месяцев можно прожить. Там в одно кафе сходили, на водопадик съездили. Нормально, да. Байк тут, кстати, я еще не брал в аренду, просто потому что особо не вижу смысла в этом, что тоже является плюсом. Например, на Бали там нету пешеходных переходов по априори, и ты ходишь только по дороге. И если ты хочешь комфорта куда-то за свое время отпуска выйти, тебе необходимо арендовать. Здесь все ходят пешком. И тут вот на севере, да, живу рядом с морем, все рядом. Сходить вещи постирать, у меня в отеле нету стиральной машинки, ну, конкретно в номере, не знаю, как в отеле вообще в принципе, но у меня нету. И опять-таки это не проблема, там в 12 часов отдаешь, через 5 часов у тебя уже все постирано, поглажено и высушено. Барбершопы, магазины, кафе. Еда в кафе дешевая, ем каждый день там.
Если хочется еще больше сэкономить, то можно покупать готовую еду в магазинах, в супермаркетах. Она прям тут очень понятная для россиян. Кстати, вот к вопросу о том, что Вьетнам будет достаточно комфортной страной для первой заграницы. Я думаю, много кто не был ни разу за границей, это нормально. И Вьетнам покажется комфортной. Комфортной страной, комфортным местом. Вот. Какие еще минусы? Ну, не знаю. Все, в принципе, хорошо. Если брать Москву, которая сейчас в снегах, в холоде, здесь покомфортнее будет. Опять-таки, очень развита комьюнити русская. При желании, при необходимости тут без проблем можно найти свою компанию. Вот мы просто с ребятами 2 дня подряд зависали вместе. Сходили на теннис, потом сходили супа поели, по набережной прогулялись. На следующий день такая же у нас культурная программа. Только мы сходили в буфет, потом на массаж. В общем, скучно здесь не будет. Несмотря на то, что я приехал один, при желании я нахожу себе компанию людей, мы тут уже коннект держим. Ну, а когда надо поработать, соответственно, я работаю. Итак, ладненько, наверное, все. Давайте я поотвечаю на ваши вопросы. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Так. Давно хочу съездить, посетить Вьетнам. Да. Почему вообще я выбрал Вьетнам? Ну, потому что я загуглил. Самая дешевая страна для зимовки. Это был Вьетнам. Это факт. Да, здесь очень достаточно комфортно. Пока я был в Калининграде, я работал, копил деньжата. Здесь, конечно, я тоже надеюсь на работу. Активно закупаю рекламу. Не только у меня закупают рекламу, да, в качестве рилсов и шортсов. Я тоже закупаю ее. Поэтому очень сильно хочу здесь фотографировать, зарабатывать. Вот. Расскажите, какие отели, какой город лучше? Отели. Тут кто-то живет, да, в отелях, кто-то живет в жилых комплексах. Их тут лично на севере по пальцам одной руки пересчитать, где много русских. Вообще отелей много, но русские вот почему-то селятся в одних и тех же местах. Это Океанус, Скиния Бэй и... забыл. Я, в общем, ни в том, ни в другом. Я живу в отеле 3 звезды. Снял за... Сейчас сложно будет переводить, я уже привык к местной валюте. 5 280 000 на 24 дня. Это просто надо умножить на 4. 20 тысяч... 21 500, вот, на 24 дня. А какой город лучше? Слушайте, я не могу сказать. Я вот был только в Хошимине и здесь, в Ничанге. Могу только за эти 2 города какой-то вывод. В Хошимине абсолютно делать нечего. Если вы едете из Москвы через Хошимин, и у вас там долгая пересадка, не знаю, сутки, да, вы можете там погулять по центру, посетить почту Сайгона красивую, пойти там по набережной. Там очень много брендовых магазинов, Gucci, Louis, Prada, Dior, прям на каждом углу. Если у вас есть задача пошопиться, то Хошимин вам подойдет. Ну а вообще там был я 5 дней, и в последний день уже просто не выходил из дома, потому что мне не хотелось. Я еще и отель снял в жопе. И 40 минут на такси ехал, значит, до центра, до каких-либо развлечений. Что касаемо такси, тут основные 2 сервиса, где заказывают. Это Grab, который работает в целом по всей Азии, и наш родненький такси Максим. Да, он тут есть, и он будет дешевле Граба. Я в какой-то момент просто от Граба отказался, сейчас гоняю только на Максиме. Есть байки, есть машины, что хотите. Поэтому я могу сказать только за Хошимин и за Ничанг. Есть Фукок, где на берегу звезды морские, большие, красивые. Туда хотелось бы, но как бы тут расстояние от меня большое. Единственное, что тут в близости со мной, это Далат, куда вот ребята рекомендуют. Наверное, мы вместе и могли бы собраться съездить туда.
Есть Дананг, да, там находится самая, ну, вот это вот достопримечательность руки боги, стеклянный мост. Выглядит, конечно, классно, но тоже отсюда далеко ехать. Поэтому самый популярный город это Ничанг. Факт. Что по еде? По еде вообще все в порядке. Да, смотрите, если вы идете в кафешку европейскую, то вы там заплатите, как в Москве. Может быть, чуть-чуть дешевле, но не ждите там дешевой еды. Просто вот это такое общее правило, общая рекомендация. Если вы хотите питаться дешево в любой азиатской стране, идите в место, где локальная кухня. Там может быть совсем шляпа, которую жрать невозможно, острая такая, вообще непонятная. Вот в Хошимине у меня было то же самое. Я там взял этот вроде фубо, да, национальный суп, но мне вообще не понравилось. Мы брали здесь фубо, и это было супер вкусно. Фубо – это бульон, наваренный на курице, с лапшичкой их белой, зеленью. Это действительно приятно, кушать можно. По ценам, вот я хожу в кафешку прямо на набережной, к примеру, там завтрак 25 тысяч, это 100 рублей, 100-110. Если обеденное блюдо брать, то это 60 тысяч, 240 рублей. Лапша, креветки, чуть-чуть осьминогов, чуть-чуть кальмаров, зеленые такие ростки типа сельдерея, огурчики, помидорчики. Ну, такая тарелка, знаете, вот, ну, прием пищи полноценный. Гречки тут нету, тут все едят рис, все едят салаты, морепродукты, дешевые смузи, да там по 80 рублей. Дешевые фрукты, овощи и, как сказал ранее. Так, по погоде понятно, облачно, почти там на каждый день обещают дожди, но они не идут. Может быть утром, может быть ночью, особо вообще не напрягают. 10:30, думаю, что все спят. Ну куда уже спать, ребята, куда уже спать? Я бы мог проводить прямой эфир вечером, но ваш вечер и калининградский, и московский – это моя уже прям ночь. Если мы вечером проводим, хотя бы даже в 7, да, это у меня 12 ночи, я уже просто буду. Меня будете будить на прямом эфире, поэтому как могу. Сколько денег надо на неделю? Так, давайте попробуем посчитать. Окей, на неделю. Смотрите, если я забронировал сначала этот отель на 2 недели, это вышло 3 600 000 поделить на 2, 1 800 000 умножить на 4, 4 на 8, 32. Так, 7 тысяч, даже, ну, так, сколько сказали? На неделю. Да, вот по 1000 рублей, в принципе, тут в 3 звездочках рядом с морем можно жить по 1000 рублей. Да, поэтому 7-8 тысяч самый базовый вариант жилья на одного. На еду, ну, я трачу, мне кажется, рублей 500 в день. Где-то так. Умножаем на 7, на 3500. Прибавляем к 7, 10 500. Развлечения, кафе, ну, 5 может, 15 тысяч рублей на 2 недели, не считая билетов. Не считая билетов туда-обратно. Но сюда на неделю, если вы из России едете, бессмысленно. Вы столько бабла сожжете на билеты, что лучше, конечно, хотя бы на 2 недели. А лучше побольше. Ну, на 2 недели как минимум, да. Если вы путешествуете по Азии где-то, да, там, с Бангкока, например, сюда заехали, может быть, есть смысл неделю. Так, надеюсь, не сильно приторно ответил на вопрос, но такой, знаете, вопрос этот сложный, индивидуальный. В целом я по всем ценам пробежался. Из такого вот дорогого, да, что прям вот бросилось в глаза, например, молоко. Вот я его купил, и при том у меня половина испортилась, так знаете, просто в комок. Стало это молоко густым, как сгущенка. 40 тысяч. 4 на 4, 160 рублей. Литр молока.
Вот. Яйца, вот, кстати, здесь не помню. В Бангкоке было 160 рублей за десяток. Вот кофе я купил 250 грамм за 150 тысяч. Ну, я прям какой-то дорогой вообще. В кураж вошел, взял самое дорогое. Это 600 рублей. В сравнении с Россией, например, да, у нас рублей 400, мне кажется, будет стоить. 450, прям такое хорошее. И при том не 250 грамм. Побольше пачка. Но это все как бы такие мелочи, да, иногда ты думаешь, да можно и не пить молоко, да, там можно по чуть-чуть молока брать. И потом, ну, купил ты этого молока там за 160 рублей, ну, сколько ты его пьешь? Ну, если оно не портится, то на неделю. То есть не на каждый день ты его покупаешь, да, это небольшие траты. Те же яйца там. Ну, то есть, в принципе, если вы человек такой гибкий, можно что-то чем-то заменить. Вот. В целом ничего не пугает по деньгам. Абсолютно. Единственное, если вы тут будете заказывать услуги у русских, вы будете платить, блядь, как в Москве. Поэтому я шлю всех нахер. Шаверма тут за 100 тысяч наши русские делают. Это 400 рублей. Да нахер мне эта шаверма нужна, если я могу 2 раза в кафе поесть вкусной, здоровой пищи. 2 раза. А готовую еду могу 3 раза купить. Вот. Так, по-моему, больше вопросов не было. Всем машу, всем... Фога на курице. Да, фога на курице. Не фобо. Фобо это, по-моему, с говядиной. Фога на курице. Так, привет, кроме статуи в Дананге больше нечего делать. В Дананге кроме статуи больше нечего делать. Ты имеешь в виду, Аня, руки боги вот эти, да, стеклянный мост? Ну, если кроме этого места там делать нечего, то, наверное, в Дананге делать нехера. Так, еще раз поднимаюсь наверх. Даю всем пятюнечки, кому не дал. Эфирчик будет сохранен. Мы уже 45 минут с вами разговариваем, поэтому я думаю, можно завершать. Кстати, кто хочет, может быть, поговорить, вот здесь вот кнопочка есть. Тет-а-тет со мной, можете сейчас отправить запрос, пообщаемся. Чуть-чуть. Поэтому отправляйте свои запросы, можем с кем-то поговорить. Так. Ну, в целом, наверное, все. На все вопросики ответил. Спасибо, что задавали. Это приятно, это прекрасно. Связь у нас не прерывалась, и это замечательно. Ладно, наверное, если никто не хочет поговорить, я закончил. Обо всем рассказал, о чем хотел. 10%, напоминаю, скидка по промокоду «Прямой эфир». Кто его посмотрел, скидка на фотосессию здесь, в Ничанге. Парные, индивидуальные, семейные, может быть, свадебные. Пишите мне обязательно в директ. Если вы не видели мой YouTube-канал, в шапке профиля, да, в Инстаграме у меня есть все ссылочки на мой Телеграм-канал, куда публикации осуществляются не так часто, но есть. На мой YouTube-канал, где очень много информации о Калининграде, о Бали, вот Хошимине. Видео с Бангкока только в процессе, еще пока не смонтировал, поэтому на связи можно там тоже быть. Да, Аня подтвердила, что фога на курице, а кроме статуи в Дананге больше нечего делать. Да. Все, спасибо всем за эфир. Пока-пока. Спасибо за просмотр. И я сейчас сохраняю эфир.